Всем привет, меня зовут Артем, и я торгую по механике рыночного аукциона. Сегодня сделаю анализ биткоина на основе метрик объемного анализа. Но перед тем, как начнем, давайте разберем, как отработал мой анализ за предыдущую неделю. Значит, основной приоритет был в лонг при условии того, что будет подтверждение со стороны покупателя на уровне 74 500. Но этого не произошло ввиду отсутствия положительной дельты рыночных покупок. И цена продолжила нисходящий тренд. Теперь давайте перейдемте к анализу футпринта, недельный таймфрейм. Здесь ситуация в целом не изменилась. Цена торгуется в большом боковике, сделала девиацию сверху, сейчас делает девиацию снизу. Объемный блок покупателя находится у нас на уровне 71 400. От этой зоны я ожидаю продолжения реакции в лонг. Теперь давайте перейдем на анализ дневного таймфрейма. Здесь ситуация более наглядная. Значит, у нас была большая аккумуляция в районе 67 тысяч, с которой мы вышли вверх и сформировали новый баланс на уровне 77 тысяч. В нем сделали девиацию сверху, и сейчас делаем девиацию снизу. Для продолжения лонгов я ожидаю, что цена зайдет обратно в диапазон на уровне 75 тысяч. Тогда мы буду ждать расширения вверх до верхней границы 80 тысяч. Отменой сценария будет продолжение нисходящего тренда в район 71 тысяч и закрепление цены в этом блоке. Если это произойдет, буду ожидать снятия нижней границы диапазона на уровне 65 тысяч и ниже. Теперь давайте перейдем на анализ метрик по 4 часам. Значит, здесь у нас сформирован баланс на уровне 74 тысяч. Цена в течение 4 дней здесь стоит в аккумуляции. Мы видим покупки крупные, которые происходят в этом балансе. Больше 400 биткоинов были куплены в двух кластерах. Но это лимитные покупки. Для агрессивного роста я ожидаю выход с этого диапазона на крупной дельте более 3000 биткоинов. Пока этого нет, нисходящий тренд может продолжаться. Теперь давайте перейдем к анализу ТПО, который подтвердит наш анализ футпринтов. Возьмем у нас недельную структуру по ТПО и увидим, что текущее снижение привело цену в сингл-принты, которые образовались со стороны агрессивного покупателя в апреле месяце. После чего нисходящее движение остановилось и сформировало паттерн P. Это значит, что агрессивные продавцы столкнулись с лимитной поддержкой покупателей. Мы можем добавить сюда лимиты и увидим здесь скопление лимитов покупок, которые сдерживали цену. Обычно после нисходящего движения B формируется у нас остановка тренда. Это паттерн D, соответственно, это флет. Именно такое развитие я и жду на этой неделе. Цена будет торговаться в диапазоне рейнджа, вот таком. После чего мы можем ожидать продолжения восходящего движения. Теперь давайте перейдем на дневной таймфрейм. Здесь у нас сформировался баланс, который состоял из 4 дней. Поэтому мы объединяем эти 4 дня в одну зону стоимости и видим, что у нас сформировался баланс с четкими границами, который позволяет находить сделки как в лонг, так и в шорт. Значит, также хочу отметить, что вверху данного баланса у нас сформирован Пурхаи. Это будет магнит для снятия цены, для поиска шортов. А также сверху у нас зона стоимости не протестированная от продавца 27 мая. С хорошими шорт-позициями будет служить, когда цена придет в диапазон в районе 75-77 тысяч. Здесь можно будет искать краткосрочные шорт-позиции. Так, теперь давайте перейдем для анализа открытого интереса. Здесь цена движется в нисходящем тренде, и при каждом обновлении лоев увеличиваются шортовые позиции, объем шортовых позиций. Видно, как набираются шорт-позиции по самому низу рынка. Это, в принципе, хорошо для разворота тренда, так как стопы набранных шорт-позиций будут двигать цену в лонг. На этом у меня все. Всем спасибо, пользуйтесь.